Материнский инстинкт может спасти положение, когда важна каждая секунда. Когда ребенок Аманды Палмер не переставал плакать во время семейного обеда, она и представить себе не могла, что их обычный день превратится в отчаянную гонку со временем. То, что она обнаружила на ноге своего ребенка, заставило бы любого родителя позвать на помощь. Пронзительный крик эхом разнесся по переполненному ресторану, заставив всех обернуться, а разговоры оборваться на полуслове. Личико пятимесячной Синди Палмер приобрело тревожный оттенок красного. Ее крошечные кулачки крепко сжались, когда она издала еще один душераздирающий крик. Это не было похоже на ее обычное поведение. В этих криках было что-то необычное, что заставило сердце ее матери забиться быстрее от растущей паники. Другие посетители пытались сделать вид, что не наблюдают за происходящим, но их косые взгляды и озабоченный шепот было невозможно не заметить. За годы работы медсестрой Аманда имела дело с бесчисленным количеством плачущих младенцев. Она повидала все, от легких коликов до серьезных осложнений. Но что-то в плаче Синди заставило ее забеспокоиться. Ее дочь была не просто капризной, ей было больно. Но от чего? Малышку покормили всего час назад. Ее подгузник был чистым, и она была удобно одета. К их столику подошел менеджер ресторана, на лице которого было написано беспокойство. «Можем ли мы чем-нибудь помочь?» — спросил он, искренне беспокоясь о явно расстроенном ребенке. Аманда покачала головой, перебирая в уме возможные причины беспрецедентного плача дочери. За свою карьеру медсестры она узнала, что когда младенцы безутешно плачут, это часто происходит из-за чего-то незначительного для взрослых, но потенциально неприятного или даже опасного для младенца. Шли минуты, и ситуация становилась все более отчаянной. Джек, отец Синди, пытался корчить глупые выражения лица, звенеть ключами и даже напевать любимую колыбельную дочери, но ничего не помогло. Люди вокруг начали покидать ресторан, бросая на семью сочувственные взгляды, когда проходили мимо. Пожилая пара за соседним столиком, отмечавшая годовщину свадьбы, прервала празднование, чтобы предложить помощь. Женщина, представившаяся Мартой, упомянула, что до выхода на пенсию она проработала педиатром 30 лет. Иногда самые простые вещи причиняют больше всего страданий. Сознанием дела, сказала она, наблюдая, как Аманда делает все возможное, чтобы успокоить Синди. «Может, нам стоит отвезти ее в больницу?» — предложил Джек напряженным от волнения голосом. Он протянул руку, чтобы погладить Синди по щеке, но тут же удивленно отдернул ее. «Аманда, она вся горит». Паника в его голосе соответствовала страху, который нарастал в груди Аманды. Как часто говорят медицинские работники, родительский инстинкт в сочетании с лихорадкой — это то, что никогда нельзя игнорировать. Когда Джек заподозрил, что у Синди поднялась температура, у Аманды сработали инстинкты кормилицы. Она знала, что дети могут быстро перегреваться, когда их расстраивают, а когда Синди так сильно плачет, важна каждая секунда. Не колеблясь, она начала снимать с Синди верхнюю одежду, лихорадочно пытаясь найти причину расстройства дочери. Аманда вспомнила свои тренировки, особенно советы доктора Томпсона, своего любимого инструктора. Он всегда говорил: «Сначала посмотри на очевидное». Эти слова не выходили у нее из головы, когда она осматривала дочь. Она начала с того, что сняла с Синди легкий свитер, но это не помогло. Затем Аманда заметила, что на крошечных ножках Синди надеты милые носочки. Когда она сняла первый носок, все казалось в порядке, но крики Синди стали еще громче, когда она потянулась за вторым. И тогда Аманда увидела, что вокруг пальца на второй ноге Синди, едва заметная на фоне красной воспаленной кожи, тонкая темная полоска. Аманда сразу узнала ее. Это жгут из волос.
Она вспомнила случай из своего тренинга, когда несвоевременная диагностика привела к серьезным последствиям. Прядь волос, вероятно, принадлежавшая Аманде, каким-то образом попала в носок Синди и обвилась вокруг ее крошечного пальца. При каждом движении она натягивалась, перекрывая приток крови. Палец на ноге распух, что свидетельствовало об ограничении кровотока. Аманда знала из своего медицинского образования, что это состояние может быстро стать критическим, если не принять срочных мер. В тяжелых случаях волосяные жгуты могут привести к омертвению тканей или даже ампутации. Это состояние особенно опасно для младенцев, поскольку их ткани очень нежные, и кровообращение в них может быстро нарушиться. В таких ситуациях время имеет решающее значение, и хотя ожидание скорой помощи может показаться безопасным решением, немедленные действия могут предотвратить серьезный ущерб. Как медсестра, Аманда знала, что каждая минута ограничения кровотока может привести к повреждению пальца на ноге Синди. Она также знала, что у нее есть инструменты, чтобы справиться с этим, если только она сможет держать руки достаточно твердо. Аманда всегда носила с собой в сумочке небольшую медицинскую аптечку. Привычка, которая появилась у нее в первый год работы медсестрой, когда она стала свидетельницей инцидента с удушьем в продуктовом магазине. «Джек, мне нужно, чтобы ты держал ее абсолютно неподвижно», проинструктировала Аманда, и ее голос сменился с материнского, охваченного паникой, на сосредоточенный, как у медицинского работника. Было заметно, как изменился ее тон. Именно таким голосом она говорила в отделении неотложной помощи, привлекая к себе внимание и вселяя уверенность. Она достала из своей аптечки пару точных пинцетов и увеличительное стекло. Инструменты, которые казались почти комично маленькими для такой серьезной ситуации. В ресторане воцарилась тишина, и все наблюдали за происходящим. Рядом стояла официантка, готовая помочь. Марта и ее муж придвинулись ближе, предлагая поддержку. Управляющий расчистил место, предоставив семье пространство, но позаботившись о том, чтобы помощь была поблизости. Это ободрение придало Аманде больше уверенности. Она глубоко вздохнула и взяла себя в руки точно так же, как она делала это в бесчисленных медицинских ситуациях до этого. Волосы плотно обвились вокруг пальца Синди, так что даже пинцет было трудно подвести под них. Первая попытка не удалась, и Синди закричала громче. На лбу Аманды выступил пот, когда она попыталась снова. Вторая попытка оказалась успешной. Ей удалось схватить волосы, но это было не так просто, как просто выдернуть их. Волосы нужно было аккуратно разматывать, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Каждое движение должно было быть точным, нежным и медленным. Аманда научилась этому за долгие годы, но никогда не думала, что ей придется применить это на собственном ребенке. Минуты казались часами, пока она работала, полностью сосредоточившись на пальчике своей малышки. Джек успокаивал Синди, шепча слова утешения, которые Синди не могла слышать. Марта тихо давала советы, основанные на ее многолетнем опыте. Наконец, Аманде удалось удалить волоски, и красный цвет с пальца Синди начал исчезать. В воздухе повисло ощутимое облегчение, когда плач ребенка затих. Аманда рухнула на стул, измученная, но благодарная. Ситуация была кошмарной, но ее подготовка и немного везения помогли ей вовремя спасти ребенка. Но Аманда знала, что опасность еще не миновала. Ее медицинское образование подсказывало ей, что последствия жгута для волос могут быть такими же серьезными, как и первоначальная проблема. Волоски оставили глубокую бороздку вокруг всего пальца на ноге Синди. Кожа местами была повреждена, что повышало риск заражения. Теперь пришло время позвонить в скорую не в качестве экстренной меры, а в качестве необходимой предосторожности. Прибывшие медики похвалили Аманду за быстроту мышления и умелую реакцию,
подтвердив то, что она уже знала. Жгут для волос был перехвачен как раз вовремя. Еще немного, и ситуация могла бы стать гораздо серьезнее. Они настояли на том, чтобы доставить Синди в больницу для надлежащего обследования, и Аманда от всего сердца поддержала эту меру предосторожности. В больнице лечащий врач, доктор Оливия Уолберг, объяснила, что это заболевание встречается чаще, чем думает большинство людей. Особенно у детей с длинноволосыми родителями постоянное движение в носках и варежках может привести к тому, что выбившиеся волосы будут обматываться все туже и туже, пока не возникнет необходимость в неотложной медицинской помощи. Дорогие зрители, что бы вы сделали, если бы ваш ребенок не переставал плакать? И слышали ли вы когда-нибудь о синдроме скручивания волос? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.